Глава 26. Практика наблюдения точки. Итак, наблюдение точки с пояснениями от великого учителя. Практику необходимо выполнять ежедневно, утром и вечером, перед сном, по 15 минут, используя будильник. Найдите удобное место, например, сядьте на диван или на кровать и на уровне глаз выберите точку на стене. Установите будильник на 15 минут и оставайтесь неподвижными. Вы можете лишь моргнуть или проглотить слюну. Если пространство начинает белеть, не переживайте, это всего лишь визуальные эффекты. Просто моргните, и все пройдет. Во время этой практики периодически повторяйте про себя: «Есть я и есть точка». Это работает через разум, который является управляемой системой. Эта фраза станет вашей мантрой, и периодически повторяя ее, вы будете погружаться в процесс наблюдения. Важно не пытаться убрать мысли, а наоборот, отслеживать их. Благодаря этому упражнению ваша концентрация значительно возрастет. Когда вы столкнетесь с неизвестным и выйдете в измененное состояние сознания второго внимания, ваша точка сборки, термин Карлоса Кастанеды, сместится, и вам откроется второй уровень этой игры. Вы сможете верно интерпретировать то, что вам будет проявляться. Если это бабочка, вы увидите бабочку, а не слона. Это упражнение очень важно, и я настоятельно рекомендую его выполнять. Когда к вам приходит какая-то мысль, она обычно возникает в виде картинки или образа. Пронаблюдайте эту мысль. Возможно, она появится в виде слова. До тех пор, пока она не исчезнет. Ведите отсчет, продолжая свою практику через управляемую систему, то есть через разум. Отсчитывайте 1, 2, 3, до тех пор, пока не придет следующая мысль. Обычно у среднего человека следующая мысль приходит через 1-5 секунд. Пока нет мыслей, вы в источнике. Главное увидеть эти мысли, а не остановить их. В повседневной жизни вы сможете заметить, как часто мысли вам не принадлежат. Человек выступает в роли приемника-передатчика, который принимает информацию, и многие принимают чужие мысли за свои. Важно отслеживать это и уметь с этим работать, например, просто отметая их. Это не мое, это просто радиоволны. Тем, кто утверждает, что у них нет мыслей, следует понять, что они глубоко ошибаются. Они не видят, как происходит манипуляция их сознанием и восприятием. Когда мысль уходит, а вы посчитали 1, 2, 3, и новая мысль снова приходит, пронаблюдайте ее и позвольте ей уйти. Так продолжайте в течение 15 минут, пока не зазвонит будильник. Обратите внимание, особенно перед сном мысль может затянуть вас. Как я уже упоминала, это похоже на то, как будто вы уезжаете от себя на поезде или погружаетесь в облако мыслей и уплываете. Мысли могут затянуть вас, и вы потеряете свое восприятие. Ваши глаза могут быть устремлены на точку, но ваше сознание окажется где-то далеко, захваченное мыслями. В этом состоянии вы становитесь подвластными чужим влиянием и можете легко привлекать негативные события в свою жизнь. Ваша задача – вернуть себя в реальность, в бодрствование и снова сосредоточить восприятие на точке. Даже если вы не уснули, ваши глаза могут смотреть на точку, а ваше восприятие будет отсутствовать. Важно осознавать этот момент, чтобы не позволять мыслям управлять собой. Перед сном, когда у вас уже мало энергии, вы увидите, как легко погружаетесь в морок во всех смыслах и поддаетесь этим мыслям, и они уводят вас в физический сон. Важно осознавать эту взаимосвязь. Когда у вас мало энергии, вы легче впадаете в состояние, где теряете контроль над своим сознанием. Моя задача – помочь вам вернуться к себе, перестать жить в мороке
и повысить свою концентрацию, чтобы вы могли управлять своим миром, даже если это мир иллюзий. Двойное внимание. В повседневном взаимодействии с людьми формируются два потока внимания. Первый направлен вовне, на собеседника, на картинку происходящего. Второй – внутрь, в тело. Та самая точка, которая во время практики находилась на стене, теперь перемещается внутрь, в грудь или в голову. Направляя второе внимание в эту внутреннюю точку, вы одновременно пребываете и в источнике, и в себе. Это позволяет не вовлекаться в чужие образы, картинки, эмоции. Благодаря концентрации внимания в теле вы становитесь наблюдателем процесса, а не его участником. При выходе в социум эта точка фокуса перемещается с внешней стены внутрь вас. Это базовая техника, но есть и более сложный уровень практики. Во время взаимодействия с человеком начинайте отслеживать ощущения в теле – сжатие, расширение, давление. Обращайте внимание на эти сигналы и говорите: «Программа, я тебя вижу». Более подробное описание этой усложненной версии техники будет представлено позже. Это лишь введение в искусство управления вниманием.